В этом видео мы посетим заброшенную деревню, находящуюся на севере Ярославской области. Посоветовал нам туда заехать наш подписчик Никита Кудрявцев, за что ему большое спасибо. Раньше эти края населял народ, который называли сицкари. В середине 19 века его численность составляла около 2000 человек. Об этих людях мало что известно. Сицкие деревни отличались от традиционных русских. Дома стояли не в ряд, а были раскиданы свободно. Сицкари не строили бань, и внешний вид их домов тоже был другим. В 20 веке сицкари растворились в преобладающем русском населении. Проживали они в 50 деревнях и селах, стоящих вдоль реки Сить, большая часть из которых уже является заброшенными. Одну из таких деревень мы и посетим в этом видео, а отправились мы туда вместе с каналом «Заброшенный мир». Ну что же, давайте начинать и посмотрим, что осталось от этого места. Всем привет! Мы находимся на севере Ярославской области. Прекрасное летнее утро, 8 утра. И мы вместе с каналом «Заброшенный мир» и с Олесей отправляемся в очередные теоретически заброшенные или, по крайней мере, практически заброшенные деревни. Может быть, в паре домов там все еще кто-то иногда живет. Проходим прекрасную лесопилку. Весь этот регион живет, я думаю, только заготовкой древесины. В каком состоянии там дома, естественно, мы не узнаем, пока до туда не дойдем, но я надеюсь, это будет интересно. И сегодня мы найдем интересные места. А пока что мы начинаем наше путешествие. Давайте отправимся в путь. Итак, пробираемся к первым домам. Как вы видите, все вокруг заросло. Явно раньше здесь была дорога. И не одна проходила через дома, но сейчас все заросшее. Неизвестно, в каком году эта деревня была покинута. Надеюсь, найдем какие-нибудь календари внутри домов. Надеюсь, там еще хоть что-нибудь осталось. Вот такая вот деревня. Из-за бурной растительности не очень понятно, сколько тут всего домов. Ну, давайте сначала зайдем вот сюда. Итак, явно мародеры тут уже были. Срезанный пол. И внутри вот такое вот печальное зрелище. Тоже срезанные полы. Провода через деревню проходят и даже до сих пор подходят к некоторым домам. В доме нет одного окна, но при этом выглядит он очень хорошо. Дальше еще стоит домик. То есть дома тут крепкие, хорошие, явно их бросили не за их состояние. Скорее всего, хозяева уже стали старыми. Плохая дорога. Смотрите, опять же, множество проводов, и они подходят к домам. Деревня была не маленькая, явно в прошлом наполнена людьми. Где-то тут они работали, но после развала СССР все потихонечку начали уезжать. Вполне стандартная история. И вот она, улица вымирающей деревни. Хорошие крепкие дома, и все вокруг заросшее. Очень необычное крыльцо, дверь открыта. Смотрите, нигде раньше такого не видел. Вырез в виде какой-то башенки.
Столбики красивые, вырезанные. И так здесь у всех домов. Ну что же, мы внутри. По крайней мере, пока что пол на месте. Это уже не может не радовать. Необычно. Покрашено все в желтый. Лавочки сложены. Дом хоть и целый, большой, но, как вы видите, внутри все вывезли. Вот такие вот необычные уголки под иконы встречаются в этом регионе. Не знаю, как это называется. Обычно делают полочку и все. А здесь вот такую целую рамку ставят ее в угол. И сверху, кстати говоря, сделан такой же узор, как над дверями, над входными. Видимо, в этой местности раньше этот символ что-то означал. Абсолютно пустой, крепкий, никому не нужный дом. Чисто, цело, но смотреть, к сожалению, тут уже не на что. Все забрали. Даже календариков не осталось, чтобы понять, в каком году тут жили люди. Скромненькие наличники. Окна целые у дома. Дальше стоит еще один дом. Провода подходят к нему, как вы видите. Дальше еще дом. Просто очередная деревня-призрак, откуда все уехали. И сразу же на входе в этом доме мы видим старые игрушки. Смотрите, кукла без головы лежит. И не одна. Дальше машинки. Голова. Еще одна кукла. Чьи-то детские игрушки из прошлого. Опять же, дом хоть и целый, но вынесли отсюда абсолютно все, что можно. Просто гробовая тишина в деревне. Ни звука. Даже непонятно, в каком году тут жили последний раз. Последние люди. Смотрите фотографии. С кладбища. Меняли, может, табличку, фотки. 56-2003. Но судя по этой табличке, еще в начале 2000-х деревня была обитаема. Смотрите, какие необычные узоры вырезаны внутри комнаты. Серп и молот. Какой-то непонятный символ. Звезда. То есть прямо тут жили. Фанаты Советского Союза, если они у себя в доме, такое первый раз вижу, из дерева вырезали такие узоры. Разломанная аппаратура. Явно, когда жители отсюда уезжали, все это было целое. Остался календарик 2001 года. Смотрите, во дворе, в домах, в потолке есть вот такая дыра. Никогда такого раньше не видел. Уже не в первом доме встречается. Какая-то интересная задумка местных мастеров. Итак, заглянул на чердак. Все забито каким-то хламом. Как обычно, множество водочных бутылок. Потому что, я думаю, в те времена, когда все разваливалось и накрывалось, выпить тут явно любили. И вот до сих пор сохранилась старая пыльная игрушка. Какой-то котик. Никогда такого не видел. Сделан из пластика. Наверное, что-то из 80-х.
Рыжий котик на чердаке. Итак, на чердаке у нас висят шкуры. Видимо, местный житель занимался охотой. Как мне кажется, и все жители этой деревни. Потому что живности в этих местах явно очень много, а заниматься тут больше нечем. И вот уже не первый год эти шкуры тут. Только непонятно, кто это был. Итак, ребят, деревня уже в очень плохом состоянии. На дверях была звезда, то есть тут жил ветеран в прошлом. Надежды было немного, потому что, как вы видите, деревья уже растут внутри дома. Пол очень сильно сгнил. Но когда мы попали вовнутрь, нас ожидало вот такое вот зрелище. Висят фотографии, стоят кровати. То есть в основной части дома еще есть на что посмотреть. Старый диван. Так что давайте сейчас посмотрим, что осталось внутри этого неприметного заросшего дома. Фотографии ветерана, которые он когда-то повесил. Какие-то значимые для него люди. Далеких времен. Когда он еще был молод. Курсы. Министерство хлеба, продуктов СССР. Группа 1717 нормировщиков. Целиноград. 1968. Не знаю, где проходили эти курсы. Сейчас все это звучит очень необычно для нашего времени. И вот смотрите, люди, которые когда-то были в этой группе. Возможно, и человек, который тут жил, находится на этой фотографии. Счеты лежат на кровати. И вот смотрите, еще одна фотография бабули. Возможно, первой жительницы этого дома. А возможно, этот человек — это наш ветеран в молодости. Зеркало, как обычно, абсолютно целое. Висит календарик 2003 года. Давненько уже тут никто не живет, судя по календарю. Но я рад, что дом сохранился еще в таком состоянии, что хоть что-то да осталось с 2003 года. Давайте посмотрим на рамку. Свадьба. Какие-то парни. Даже есть фамилия. Погодин, по-моему. Погодин А. Вот она, деревенская жизнь тех далеких времен, когда здесь еще жили люди. Еще одна фотография. Явно раньше была в рамке. Газеты. Брейтовские новости 2003 года. То есть опять же нам все говорит о том, что в 2003 году в этом доме жили последний раз. Потом, возможно, ветеран умер, и с тех пор дом живет своей жизнью. Ну что же, очередной дом в этой вымершей деревне. Опять же можете смотреть, сколько проводов проходит через деревню. И даже провод подходит к этому дому. Опять же необычное крыльцо. Смотрите. Вот такой вот символ над дверями. В других местах пока что я его не встречал. Видимо, в этом регионе это было популярное украшение, так же как и при входе вот такие вот резные столбики делать. Обычно входу в дом внимание
у нас никто не уделяет. И опять же, картина полного апокалипсиса. Внутри все разобрано. Из того, что мы здесь нашли интересного, все на столе. То есть люди тут раньше жили сельским хозяйством, работали в колхозе. Вот лежит трудовая книжка колхозника 1974 года. Также здесь у нас есть тетрадочка 1985 года. Как мы видим, в ней человек делал записи, чем он занимался и, видимо, сколько заработал за месяц. 153 рубля. То есть прямо в этой деревне можно было на жизнь заработать без проблем. Видимо, для себя вел такую статистику, чтобы, может, не обманули его. Уборка избушки какой-то, мытье молочной посуды, уход лошади, привозка телеги, отпускные, стажевые за месяц. Итого 361 рубль. В принципе, из месяца в месяц примерно было все одно и то же. За заведование, мытье посуды, какие-то мешки, уход за коровами и лошадями. И осталось 2 фотографии в этом доме. Вот как раз, судя по всему, эта семья тут и жила. И вот вторая фотография с ними. Видимо, у кого-то в гостях. Вот еще одна фотография какого-то парня. И обложка от учебника русского языка 1960 года. А в ней в прошлом какой-то ребенок рисовал войну с немцами. Вот летит русский самолетик. Советский, только почему-то маленький, и большой немецкий самолет. И в него стреляют. Итак, следующий дом. Хоть эта деревня и не запомнится нам какими-то уникальными находками, но, по крайней мере, вы все сможете оценить масштабы вымирания наших деревень, сколько домов одновременно бросают люди. И при этом сколько лет они еще стоят без ремонта, крыша не течет, то есть крепкие, хорошие дома. Протер сейчас эти фотографии, все было в очень толстом слое пыли. У парня необычная причесочка. Вот они, семьи, которые тут когда-то жили. Армейская форма, человек в городе, бабушка рядом с домом, возможно, с каким-то из этих домов. И какие-то открыточки про то, как люди ждут друг друга. Итак, один из домов намертво заколочен. Опять же узор над входом в дом. Вряд ли сюда часто приезжают или вообще приезжают. Видимо, дом законсервирован был перед тем, как уехать. Явно мародеры уже там побывали. Отсутствует окно в коридоре. То есть в дом определенно можно попасть. Дальше еще дома. Двор уже рухнул. Ладно, сейчас посмотрим, что там внутри. Итак, я внутри заколоченного дома. Странно, что дверь не вскрыта до сих пор. Учитывая, что мародеры здесь очень хорошо похозяйничали. Может, этот дом покидали одним из последних. Бочечка.
И вот такое вот очередное печальное зрелище внутри. Хоть дом и заколочен, окна целые, но сохранился он ничуть не лучше. Опять же, смотрите, уголочек под иконы, только тут еще сверху сделан крест. Естественно, от икон уже и следа не осталось. Вы удивитесь, но в этом счетчике все еще есть электричество. То есть провода подходят к домам не просто так. И если прислушаться, слышно. Слышно, что счетчик издает звуки. То есть вот такие вот деревни до сих пор не отключены от электричества, как это ни странно. Вот так вот выглядит дом, где мы только что были. Как вы видите, провода к нему подходят. И подходят они не просто так. Счетчик издает какие-то звуки. То есть от электричества деревня не отключена. И вот такие вот наличники у дома. Птичьи гнезда повсюду. Старые наличники потихонечку уже начинают разваливаться. Много резьбы по дереву когда-то было на доме. Итак, очередной домик в зарослях. Провода, кстати говоря, к нему тоже подходят. Наличники уцелели. Вот так вот они выглядят. Даже не знаю, кто тут изображен. Как будто две ящерицы. Сложно сказать, кого именно представляли жители этой деревни, изображая на наличниках. Одного окна нету. Опять же, это говорит нам о том, что мародеры здесь уже явно побывали.